Это не история про борьбу ГУЛАГу нет и победу ГУЛАГу нет над садистами. Это история не про самопиар и какое-то тщеславие. Я еще раз говорю, у меня нет, не было, и я надеюсь, не будет никогда никаких политических амбиций. У меня не было, нет в этой истории никаких экономических претензий и пожеланий. Мы не монетизируем то, чем мы занимаемся 11-й год подряд. Я сам прошел через пытки. Мою жалобу на пытки, которым меня подвергали с 2007 по 2011 год, коммуницировал сейчас Европейский суд по правам человека спустя 10 лет. У меня не было никакого блата в Страсбурге, не было никаких суперизвестных адвокатов, которые мне в этом помогали. Я в общем порядке, скромно и интеллигентно жду, когда Европейский суд по правам человека разберет мою собственную жалобу на пытки, которая состоит из более чем 200 листов убористого текста и описания того, чему меня эта система пыточная подвергала. И меня, и речь идет о сотнях и сотнях людей, которые подвергались бесчеловечному обращению и в отношении которых грубо нарушалась 3 статья Европейской конвенции по правам человека и 5 статья Декларации ООН прав человека. И я жду этого решения для того, чтобы показать на моем примере, что на самом деле происходило там со мной. И в моей челюсти я запутался, то ли 8, то ли 9 имплантов. И еще парочку надо вкрутить. Потому что нас действительно, меня и таких, как я, подвергали бесчеловечному обращению, пыткам, избиениям. И история проекта ГУЛАГу нет. Это история не лично Владимира Осечкина, а это история россиян, обычных людей, которые вместе объединились для того, чтобы положить конец этим страшным пыткам, унижениям, избиениям, убийствам. Это не про Саратов. Это история и про Москву. Это история про Питер. Это история про Саратов, Красноярск, Омск, Киров и так далее, и так далее. Это история про то, как спецслужбы, коррумпированные сотрудники ФСБ и ФСИН похищали сотни миллионов и миллиарды рублей и из бюджета Российской Федерации, и у родственников заключенных, как они формировали эти пыточные страшные конвейеры и пыткам и унижениям подвергали тысячи наших с вами сограждан. Тысячи. А сотни людей были убиты, либо доведены до состояния суицида, не желая жить после этих страшных изнасилований и унижений, не желая становиться лицами с самым низким в среде заключенных социальным статусом и не желая становиться подлецами и их агентами и соучастниками этих пыточных конвейеров.